Здравствуйте. Многие мамочки испытывают стресс от того, что им нужно воспитывать детей, от того, что у них есть дети. Причем этот стресс может выражаться не в том, что мамочки психуют, дергаются, постоянно тревожатся, а от того, что они устают. Они реально устают. Вроде бы не таскают мешки. Но попробуйте, посидите с ребенком несколько лет. И даже если у вас есть возможность раз в несколько дней убегать, пообщаться с подружками или еще что-то, вы все равно испытываете постоянную усталость. У вас вырабатывается такой негатив на нахождение в доме, нахождение рядом с ребенком. Это хорошо или плохо? С одной стороны, тревога о том, что вы будете плохой матерью, может быть мотивацией для того, чтобы расти. А с другой стороны, это тревога. Это состояние, которое вас изматывает. Именно изматывает. Постоянно находясь в тревоге, вы постепенно истощаетесь. И проходит какое-то время, и приходит такой момент, когда вместо тревоги вы испытываете истощение, депрессию, глубочайшую депрессию. Вот это плохо. И поэтому я сегодня хочу поговорить о стрессе мам от воспитания детей. И можно ли от этого избавиться? Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже четверть века я занимаюсь математическим моделированием нервной системы. И на этом канале я знакомлю своих зрителей с прикладным использованием данной модели. О том, как мы можем в своей жизни использовать основные принципы работы нашей нервной системы. А принцип очень простой. Наша нервная система пытается получить удовольствие и по возможности избежать боли. Как это происходит? За счет каких физических законов? Я маленечко вам сегодня об этом расскажу. Что вообще такое стресс? По большому счету, стресс – это реакция организма на сильное внешнее воздействие. Но если на вас едет самокатчик, вы отошли в сторону, он проехал мимо, вы среагировали на ситуацию, но вы при этом можете быть спокойны и пойти дальше, а можете начать ругаться. Вот в этом случае вы испытываете то, что вы называете стрессом. По большому счету вы испытали страх, тревожность, гнев. Вы испытали негативные эмоции. Вообще, что такое эмоции? Почему мы их испытываем? Почему один просто отойдет, а другой будет орать, писать в газеты, издавать законы о том, чтобы расстрелять всех самокатчиков? Почему вообще это происходит? Дело в том, что наша нервная система работает на электричестве. Только на электрических сигналах. Те сигналы, которые мы называем нервными сигналами, это электрические сигналы, проходящие по нервным волокнам. И от количества этих сигналов зависит наше состояние, зависит то, как работает наша нервная система. Когда электричества много, мы полны энергии. Когда электричества мало, мы вообще ничего не хотим. В первом случае мы испытываем радость, во втором – депрессию. Это уже эмоции. А эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И какие бы эмоции мы ни испытывали, они будут находиться между вот этими точками. Счастье – полноты энергии, и апатия – отсутствие энергии. Страх, тревога, гнев, спокойствие – все это находится на этом же графике. Так почему же мы испытываем тревогу? Как я уже сказал, по нервам протекает электрический ток. А откуда он берется? Его вырабатывают рецепторы. Только рецепторы способны превращать все виды внешней энергии в электрический сигнал. И рецепторы делятся на две большие категории – внешние и внутренние. Внешние – это те, что перерабатывают в электричество, в нервный сигнал свет, давление, температуру, все, что нас окружает. А внутренние – это те, что передают в наш мозг
сигналы о изменениях физического или химического состава нашего организма. Но резкое изменение, сильное изменение химического, физического состава нашего организма мы воспринимаем как боль. Таким образом, для того, чтобы нервная система работала, нам нужна либо энергия окружающего мира, либо энергия боли. Так почему же опять? Возвращаемся к вопросу, а что такое стресс? Почему мы так реагируем? Потому что весь наш опыт, все наши знания формируются по принципам формирования рефлекторных цепей, огромного рефлекторного комплекса. Мы можем сравнить его с микропроцессором. То есть на него подается ток, и он выдает четко определенный результат. Каждый раз одно и то же. И поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией, с одними и теми же триггерами, мы реагируем одинаково. Именно поэтому человек достаточно предсказуемое существо. Именно поэтому люди непредсказуемы. У каждого человека индивидуально формируются вот такие вот рефлекторные комплексы. И для того, чтобы они работали, по ним должно идти электричество, которое вырабатывается либо внешними, либо внутренними рецепторами. Почему мы не хотим испытывать боль? Почему энергия боли нам не нравится? Потому что это больно? Да нет. Ведь есть люди, которые испытывают удовольствие от боли. Это действительно так. Они испытывают удовольствие. Потому что энергия внешних рецепторов ограничена только тем, сколько они могут преобразовать. Внешняя энергия, которая подается, она безгранична. Она колоссальна. Внутренние же рецепторы должны реагировать на изменение химического состава нашего организма. Это гораздо меньшие цифры. Это, во-первых, в десятки раз ниже. А во-вторых, чтобы сработало вот это вот изменение, чтобы появилось вот это вот изменение, туда организм должен приложить энергию. Энергию внешних рецепторов, она пойдет на формирование участка боли. И мы будем чувствовать себя хуже. И каждый раз, когда будут срабатывать внутренние рецепторы, а соответственно и наш опыт, который содержит в себе воспоминания о боли, потому что боль является источником энергии для этого воспоминания, мы будем чувствовать опустошение, мы будем чувствовать утомление, истощение. Вот именно вот эту реакцию мы и называем стрессом. И когда вы переживаете о том, как вы воспитаете своего ребенка, вы задействуете именно вот эти рефлексы. Рефлексы, содержащие боль, рефлексы, содержащие дискомфорт. Каждый раз, когда вы об этом думаете, вы чувствуете себя плохо. А можно ли эту ситуацию как-то изменить? Можно. Вы сами уже понимаете, что необходимо сделать так, чтобы электрическое сопротивление нервных волокон уменьшить. Для того, чтобы энергии, которые вырабатывают внешние рецепторы, было достаточно. И не было необходимости включать альтернативную энергию, энергию боли. А что вообще способно это изменить? Все способы психотерапии, аффирмации и тому подобное, они пытаются сделать это. Но так как они не понимают, что они делают, соответственно, и результаты крайне нестабильны. Я предлагаю вам попробовать метод аппаратной психотерапии. Почему попробовать? Да потому что после регистрации на сайте 5 суток вы получаете бесплатно. Все, что вам нужно, это четко соблюдать инструкцию. Как проводится сеанс? Вообще элементарно. Вы надеваете наушники, слушаете вот это гудение, которое там передается, и занимаетесь своими делами. Больше от вас ничего не требуется. Вот это гудение, вот этот звук, он уменьшает сопротивление нервных волокон. Аппаратная психотерапия аудиокатарсис – это физиотерапия. И разрабатывалась эта физиотерапия именно для того, чтобы уменьшить электрическое сопротивление в этих рефлекторных комплексах. И после того, как сопротивление уменьшается, вы начинаете чувствовать себя иначе. У вас появляется энергия сначала. Вы станете более энергичным, более работоспособным.
Как я уже сказал, эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в мозг. И когда будет увеличиваться энергия, поступающая в мозг, эмоции тоже начнут изменяться. Вы будете испытывать позитивные эмоции. И то, что доставляло вам беспокойство на первом этапе, станет вам безразлично. Через несколько сеансов вы заметите, что, наоборот, думая о своей проблеме, ваше настроение улучшается. Еще несколько сеансов, и в какое-то мгновение ваше настроение резко изменится. Я называю это состояние инсайта. Мир будет ярче, звуки громче, ваше настроение будет великолепным. И происходит это в течение нескольких секунд. Это значит, что именно в это мгновение данный рефлекторный комплекс больше не содержит боли как источника энергии. И вы получаете всю энергию только от внешних рецепторов. И теперь то, что доставляло вам беспокойство, загоняло вас в глубочайшую депрессию, станет доставлять вам удовольствие. Невероятное удовольствие. Каждый раз, когда вы будете думать об этой проблеме, о том, что вы будете воспитывать своих детей, как вы будете воспитывать своих детей, вы будете испытывать прилив энергии и прекрасного настроения. Более подробно о том, как работает наша нервная система, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки в описании. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь. Сделайте свою жизнь счастливой и энергичной 24 часа в сутки. Это вполне возможный вариант. Это достижимо. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте энергичны и не испытывайте больше стрессов.